День 1689, Алекс на связи. Я использую очень много разных датчиков температуры и влажности в умном доме. В основном это у меня датчики от Xiaomi. Их у меня, наверное, штук 10. И, в принципе, я их покупал еще больше, просто там раздал некоторые. И, конечно, этот датчик, он мне очень нравится, он очень компактный, там используется небольшая батарейка C2032. И большим плюсом является то, что этот датчик, конечно, может в такой батарейке проработать очень долго. То есть у меня сейчас очередной раз начинают постепенно садиться батарейки в этих датчиках. Один из первых это был у меня такой датчик стоит в спальне. И в нем он же проработал больше 400 дней, и заряд показывает 83%. То есть я думаю, что он еще дней 50 проработает, но у него уже начались проблемы, он там периодически не отправляет сигналы в систему умного дома. То есть у меня отслеживается так, чтобы он, если сигнал не проходил, то я на дашборде вижу, что там, если больше часа не было сигнала, то там определенным признаком подсвечивается. Если там больше суток не было сигнала, то там другой знак обозначается. И таким образом я могу всегда понять, что у меня там что-то перестало работать, и этой цифре уже нельзя доверять. Потому что в сценариях, например, я не всегда обрабатываю так, чтобы там значение было не старее такого-то времени. Конечно, лучше это делать, иначе может так оказаться, что значение там, не знаю, прошлогоднее, и фактически на базе этого значения будет включаться что-то, что совсем не нужно будет запускать. Есть такие же датчики Акара, у них там просто дополнительно есть еще возможность, это они измеряют давление, но давление по большому счету в умном доме особо и не нужно измерять, потому что можно просто там с внешнего сайта взять, ну или там один датчик вполне достаточно для того, чтобы в целом определить давление там, текущее. То есть в каждую комнату такой датчик смысла нет ставить. И датчик Xiaomi, и датчик Akara, они в принципе отправляют значение раз в час, где-то раз в 55 минут. Это как раз удобно для того, чтобы статистику накапливать, чтобы она потом строилась без проблем хотя бы в часовой разбивке. Ну, либо отправляет значение, если оно изменилось больше, чем на полградуса, и влажность, если она изменилась больше, чем на 5%. Это тоже не всегда удобно, в принципе, это как ограничение у него. То есть, если бы он отправлял бы чаще, это тоже было бы не очень хорошо. Но если он отправляет с такой периодичностью, то иногда, например, когда у меня на основании этого датчика работает какой-нибудь термостат, допустим, включает там радиатор, обогреватель электрический дополнительный через умную розетку, то или там реле, то фактически я, конечно, не могу отследить, что там температура повысилась, и вот теперь там нужно выключить своевременно, и никакой там педрегулятор не нужен для того, чтобы как-то более плавно устанавливать температуру. То есть это не позволит сделать. Просто я фактически, что когда приходит очередной измеренный сигнал, там измеренной температуры, и на основании этого просто уже принимаю решение. Если он больше определенного порога, значит я выключаю радиатор. Если меньше, то значит продолжаю греть. То есть это, конечно, такое не очень удобное ограничение. Ну, температуру я измеряю в комнатах больше для там, цели мониторинга, то есть чтобы понимать, где-то там сильно охлаждается, где-то не сильно охлаждается. Может, где-то окно забыли закрыть, и это тоже становится иногда видно. Например, зимой я вижу, что если в какой-то комнате сильно резко понизилась температура, то я понимаю, что там просто забыли закрыть окно, и нужно его закрыть, например, когда проветривали. Ну, либо там, может быть, что-то перестало работать, например, если совсем холодно, я использую дополнительные электрические обогреватели или в межсезонье их использую, то если вижу, что в комнате уже прохладно, значит, может быть, просто он там по какой-то причине не работает.
и нужно именно там, может быть, розетка Wi-Fi, например, там оттуда. Она, например, там перестала, соединение с интернетом пропало, и она не работает. То есть, таким образом, через датчик температуры я тоже это могу проверить. Ну и в целом понимать, какая температура комфортна, какая температура не очень комфортна. Может быть, где-то наоборот было так, что у меня просто, наоборот, розетка осталась в включенном состоянии, и еще на радиаторе там могут вообще его там отключить, подключить напрямую в розетку, выставить нужный режим, и там он будет нагревать. У меня так было, что в комнате просто там до 30 градусов нагрелось. Я уже потом увидел по этому датчику, что совсем какая-то ненормальная температура, и пошел разбираться. То есть такое тоже может быть. Ну и в целом как бы полезно отслеживать. Например, у меня на балконе стоит такой датчик, он отслеживает температуру. И я понимаю, что если я там хочу какие-то продукты хранить, например, как использовать его как дополнительный холодильник в зимнее время, то, конечно, мне важно, чтобы там она не замерзла все и там ниже 0 не опустилась. То я таким образом вижу, какое изменение было, и это тоже отслеживаю, и на основании этого делаю разные сценарии. В основном это, конечно, связано с обогревом, с охлаждением проблемы нету, но по идее, если есть кондиционер, то тоже можно по этому датчику отслеживать, когда включить кондиционер, когда его выключить. Конечно, можно на кондиционере просто включить режим там, охлаждения или там, поддержания температуры. Но, во-первых, это он будет все время в включенном состоянии, а иногда, например, если там люди вышли из дома, то и нет смысла охлаждать, даже если совсем жарко стало. То есть тут, конечно, нужно все равно там, делать более сложный сценарий, что если там люди все ушли, то можно и не охлаждать. Если люди пришли или собираются прийти, то, соответственно, по времени или каким-то другим образом там, понять, что его нужно включить и там, поддержание температуры обеспечить. Еще может быть так, что окажется даже летом иногда бывает достаточно прохладно, и может быть там нужно там, наоборот, подогреть комнату, а не охладить. И если кондиционер в режиме обогрева не умеет сам включаться, или в принципе в нем такого режима нет, то это тоже как бы нужно будет обрабатывать более корректно. Ну и в целом даже если там и окно открыто, то вообще может быть и не стоит кондиционер включать ни в каком случае, так же как и обогрев. Ну, параметр влажности я, конечно, использую в основном для мониторинга. Я там особо не там, заморачиваюсь с установкой увлажнителей в комнатах, там наполнение их, мытьем их. Это слишком сложно и фактически там, не имеет никакого смысла, потому что зимой все равно влажность очень низкая, она за счет и там, обогрева постоянного, и из-за того, что с улицы тянет воздух, а он там сухой фактически, то тоже там, это все бесполезно. И по большому счету я вообще у меня нет увлажнителей, и я их даже не использую. У меня есть один сенсорный увлажнитель, его неудобно использовать, потому что я не могу его через умную розетку включить или выключить. Ну, выключить-то, конечно, смогу, потому что просто можно питание отключить. Но это тоже не очень удобно, и у него там быстро заканчивается вода, и поэтому никакого смысла в этом нет. Это уж надо делать полноценную систему, там увлажнение, там специально, там все было и чистая вода, и в общем, вся система работала правильно. Тогда, наверное, можно поддерживать. Но еще и важно, чтобы все-таки, допустим, у меня измеряется CO2, и если постоянно проветривать или постоянно открывать окна, то в целом получится так, что вся влажность она будет быстро улетучиваться, и вообще в этом никакого смысла нет. Основное применение это у меня, конечно, стоит в ванной комнате такой датчик, и он включает вентилятор, если влажность очень высокая. То есть, если вдруг там можно и вручную включить, конечно, но если вдруг не включили, то он включится. Также, если забыли выключить вентилятор вручную, то тоже он, соответственно,
следить, что влажность упала достаточно, и не надо вентилятор там все время включенном держать режиме, и он его там через некоторое время выключит. И также сделано, что если просто все ушли и влажность там свет выключили, то у меня просто автоматически через 30 минут вентилятор включается, потому что на самом деле у него все попытки понизить влажность, они там заканчиваются ничем. Это надо полдня там вентилировать, чтобы он что-то вытянул. То есть даже там хороший, достаточно мощный вентилятор это все равно не сможет сделать там хорошо. Проще там оно само со временем либо открыть дверь, самое простое, конечно, и проветрить, и влажность тогда выйдет, и еще и в комнату попадет. Другие, что тоже удобно. А если там что-то сушится или там все мокрое, допустим, в ванной, то фактически оно будет просто очень долго испаряться и постоянно, и это можно вентилировать практически бесконечно. Сам датчик работает достаточно точно, температуру он показывает, ну, как и все другие, в принципе, абсолютно верно, они все показывают, что это слишком просто, и любой самый дешевый датчик он тоже будет показывать там до сотых фактически правильную температуру. Ну и, конечно, такая точность уже не нужна. С влажностью, конечно, там у всех по-разному. Даже два датчика одинаковых Xiaomi могут показывать разную влажность. Но плюс-минус она, конечно, там понятно. Там все равно, если она высокая, то она высокая на всех датчиках. И если она низкая, то она низкая. Просто у них разные значения. И там можно либо калибровать датчик, либо просто в сценарии указать другие диапазоны. Например, у меня один датчик, если Xiaomi показывает 65% влажности, то, допустим, самодельный датчик на Arduino, который работает, то он там показывает 85%. Ну, в общем-то, понятно, что и в том случае нужно включать, потому что для Xiaomi это, по сути, предельное значение, даже там, в принципе, никогда не поднималось выше. Может быть, он просто неправильно показывает. А там, где, ну, если оно уже повысилось, нужно просто включать вентилятор или там как-то информировать, что там дверь открыли или еще как-то. А если она понизилась там до какого-то порога, например, установить там 45 или 50, то в этом случае просто либо выключать, либо также информировать. То есть это, в принципе, такая точность, она в любом случае достаточно для такого сценария. Я их подключаю через Zigbee MQTT. В принципе, все параметры у них нормально там добавляются в систему умного дома в Home Assistant. Да и также, в принципе, и в OpenHub они появляются, и в самом приложении Zigbee MQTT там через веб-страницу тоже можно эти параметры смотреть, и там, в принципе, нормально все показывается. Ну и плюсом, кроме температуры и влажности, он еще показывает заряд батарейки. Это тоже удобно. То есть можно отслеживать, что там такое-то напряжение, оно немножко там зависит от общей температуры. То есть если датчик нагрелся, то он побольше будет показывать заряд батареи, если он остыл, то поменьше. Также показывает процентном соотношении, то есть там 100% заряд батареи или поменьше. Ну и также еще силу сигнала. Если сигнал не очень хороший, то, конечно, батарейка будет садиться быстрее, потому что, во-первых, он постоянно измеряет там текущую температуру, и там где-то срабатывание там за секунду происходит. То есть если там на него подуть или как-то резко изменить температуру, он очень быстро реагирует. Поэтому и сигнал у него, конечно, очень слабый, и если там никакой Zigbee роутер не использовать, то гораздо быстрее будет садиться. Поэтому, конечно, важно, чтобы около него был какой-то устройство, которое выступает в качестве роутера и помогает ему связываться с системой умного дома.